Здравствуйте, дорогие зрители канала. Меня зовут Олег, и со мной в эфире Андрей Хмельницкий. Андрей, пожалуйста. Добрый день всем или доброго времени суток. И мы продолжаем нашу серию видеопрограмм, посвященных секретам духовной жизни. И Мгм. вчера мы рассказывали о духовной жизни как таковой, что человек должен понять, что это существенная часть жизни вот, человеческой, существенная. Это не просто какое-то развлечение, что вот делать нечего, там, ну, как вот пошел куда-то на концерт сходил или в музей, чтобы свои чувства удовлетворить. Нет, именно духовная жизнь, она расставляет все на свои места. Вот, и делает все, в человеке все становится ему понятно, вот куда должны быть расставлены ориентиры в этой жизни, на что он должен нацеливать свою энергию человеческую. Вот, и если он этого не будет делать, то жизнь, как это говорят, будет его сворачивать постепенно в бараний рог. То есть ему придется заниматься какими-то вещами без своего желания. Без своего желания. Твое желание, может быть, один раз только спросят с тебя, когда вот ты стоишь на перепутье и спросят, куда ты хочешь пойти, вот где ты хочешь оказаться в конечном итоге. Вот это вот и есть наш выбор действия. Либо быть с Богом вместе, вот это наше естественное состояние, естественное положение, вечное положение, неизменное. Либо ты хочешь быть где-то на окраине, на обочине, вот когда тебя скинул туда с дороги, вот и лежать побитой вот этой вот жизнью. Потому что жизнь тебя вот такая, материальная жизнь в материальном сознании, будет тебя заставлять постоянно делать то, что ты не хочешь. И вот эта вот сила вожделения, так называемого, она будет тебя постоянно, силы материальной природы или обстоятельства непреодолимой силы будут тебя заставлять делать то, что ты не хочешь делать. Как результат вот твоих вот этих вот желаний всех. И поэтому духовная жизнь, она тесно связана с сознанием. И основой вот такого знания является что? И вот является философия, именно духовная философия. Некоторые, конечно, боятся этого слова, думают, что философия это что-то такое заумное, поэтому ты будешь там сидеть, изучать вот какие-то законы философии. Но я даже помню, вот когда я изучал, это было, когда я учился в училище еще военном, у нас обязательно было тогда вот идейная обработка, у нас была специальная кафедра там марксизма, ленинизма, что-то такое было. Но надо отдать должное, что вот какая-то философская основа, философская база, это была все-таки серьезная достаточно, хотя там вот эти выводы неправильные, и как мы видим сейчас вот по прошествии лет, что действительно выводы, которые вот это заставляла делать эта философия марксистско-ленинская, она делает человека как бы так заблудшим, то есть не туда. Вот. И в принципе все специалисты высокого уровня, преподаватели, например, какие-то научные работники, то есть ну, люди такого брахманического склада, они все в обязательном порядке сейчас, прежде чем получить какую-то вот этот вот статус там, научный какой-то, уровень свой, то есть кандидат наук, например, либо доктор наук, ты обязательно должен сначала сдать вот этот экзамен, философский экзамен по философии, по знанию философии. Мгм. Потому что такое философия, если мы посмотрим? Это фундаментальные законы мироздания, общие для всех наук, для всех отраслей знания, то есть вот которые ты должен обязательно знать везде. Это фактически такой инструмент, хребет, как бы скелет всего знания, вот это вот именно знание философии. То есть есть какие-то базисные основополагающие законы философии, нужно эти законы хорошо знать, понимать, если ты хочешь быть специалистом. На самом деле не надо сидеть и изучать эти книги, это гораздо проще все делается, когда ты просто на практике что-то делаешь реально. Тогда эта философия, она быстрее, как бы ты находишь какие-то ответы. Но когда чем сложнее ты занимаешься деятельностью, которая требует большей ответственности, большего внимания и серьезности, то тем лучше ты должен вот это все понимать, углубляться, то есть, потому что какой-то серьезный уровень, он требует более глубокого знания вот этой философии. Чем хороша философия, то есть она дает какие-то точные определения,
точное определение, точный смысл должен быть ясен, понятен. Когда ты говоришь о какое-то слово произносишь, ты должен четко понимать, что это слово означает. Поэтому в философии очень много терминов, философских терминов на латинском языке взято. И эти термины, они тоже их нужно хорошо знать и понимать. Знание философии – это как компас. Ты можешь Мгм. где-то зайти в лес и заблудиться, но когда ты вот имеешь компас, это по-морскому говорят компас, а компас это говорят Компас. так, по-сухопутному, да. То есть Ну да. ударение просто немножко отличается. Есть свой, как-то говорят, жаргонный язык у моряков, да, вот говорят компас. Вот, ну, я по привычке Мгм. говорю компас. У нас говорят так. На кораблях говорили. Вот, и поэтому Понятно. ты можешь как бы не туда заплутать, как бы, и вот эти вот законы являются основой. И хотел бы сказать, что кажется, что это что-то сложное, тяжелое, но на самом деле это не так сложно все. Знание вот этой вот философии, оно само себе приходит, если ты начинаешь вот опять-таки воспитывать в себе вот это скромное поведение, скромное вот это вот состояние твоего сознания. С чем оно вызвано? Оно вызвано тем, что человек просто-напросто занимает какое-то низкое положение, не то что низкое, а более нижнее положение, потому что само вот это знание или процесс познания, он предполагает передачу, то есть кто-то тебе передает какой-то опыт свой, личный опыт, мастерство передает, то есть искусство, как ты выполняешь какую-то работу, свое отношение к этой работе, ну, даже и к процессу, к этому, познавательному процессу. И вот этот человек, он тебе передает, а ты, если ты находишься где-то ниже, да, то есть ты как бы понимаешь, что перед тобой стоит мастер, специалист, и он твой доброжелатель, он тебя хочет научить, ты сам к нему обращаешься, не он тебя заставляет, что-то впихивает в тебя, а он тебя обучает, то есть он тебе передает, а ты перенимаешь от него. То есть вот очень важный вопрос. То есть это процесс личностный, Мгм. личностный. То есть вы понимаете, что когда, например, где-то мы учимся, где-то в ВУЗе, где-то или в школе, где-то еще, где-то коллективный какой-то процесс, то это больше процесс такой универсальный, не личностный. То есть это для всех массово, да, что, ну, как бы дает тебе возможность, да, но если ты хочешь действительно стать мастером, то есть это можно, например, вот есть разные вещи такие, есть искусство и есть наука, да, вот это Ага. немножко разные вещи одной и той же стороны, знания. Мгм. Наука это что? Наука это теория. Наука это теория тебе, то есть тебе объясняют, что вот есть вот это, есть вот это, есть вот это, да. А искусство это как ты вот эту науку прилагаешь на практике. То есть показывает уровень твоего мастерства, твое качество. То есть такая сторона, можно сказать, качественная. Наука это больше количественная сторона. Тебе дают какие-то фундаментальные основы, какую-то теорию и так далее, там, но практика, это предполагает, вот, что ты как бы вот искусство ты можешь получить только на практике, и переняв вот это вот мастерство от того, кто более натренирован, то вот этим мастерством в большем совершенстве владеет, мастер называется. Поэтому даже традиция ведическая называется не духовный учитель, как вот многие произносят, говорят, духовный мастер. То есть он обучает искусству. Мы Мгм. учимся, когда мы занимаемся духовной жизнью, то есть мы обучаемся в первую очередь искусству, а наука нам помогает. Вот, Мгм. наука нам Это помогает. философия. Наука это философия. Вот мы Ну, больше, начали да, со да, да, да. слова. Философия очень важна. Ну, как бы слышится такое, что философия это что-то теория, теоретическая какая-то база. Значит, это похоже на науку, да? Да, это Что наука. вот наука Ну, это по как сути бы дела, это базовая, наука. а дальше уже, ну а дальше уже как Но берешь книжку, как эту науку на практике использовать, вот, да. это уже другой вопрос. И, кстати говоря, вот у всех мастеров есть свой определенный, очень важный, своя методика есть определенная, вот передача этого Мгм. мастерства. Но она, в принципе, такая универсальная, все мастера, они ее передают одним и тем же способом. То есть они показывают свое отношение к этому делу, вот, отношение к каким-то там, к мелким вещам, к деталям, вот свою углубленность вот этих вот знаний. То есть вот много таких вот каких-то аспектов, которые, ну, позволяют. И вот этот вот мастер, он не обязан
человеку что-то там впихивать, да, говорит, что ты обязан там стать моим учеником, ты обязан там у меня инициацию принять или еще что-то такое. Посмотрите, как в Бхагавадгите, как Арджуна спрашивает, у Кришны говорит, я вот оказался в такой безвыходной ситуации, и поэтому я теперь вот тебя вручаю, то есть я вижу, что только ты способен мне вот дать, поделиться искусством, как мне с Богом вот напрямую взаимодействовать, да, напрямую взаимодействовать. И, кстати говоря, да, вот это вот основа понимания всего, что тебя в процессе духовной жизни, точнее, не тебя, а ты сам обучаешься или получаешь знания, как напрямую с Богом взаимодействовать, общаться с Ним напрямую, без посредников. То есть быть с Ним на постоянной связи и получать от Него все необходимое, все знания, всю информацию, все ресурсы, все фактически, да, если ты действительно соглашаешься работать в Его команде. Тут ничего сложного нет. Кто-то говорит, да как же, вот мне там масса всяких вопросов, проблем жизненных приходится решать. Эти проблемы все, я вам так скажу, искусственные. Так, Искусственные все эти проблемы. Сами нами же созданы эти проблемы. Из-за да. нашего нежелания слушать, когда тебе говорят какие-то важные, ценные советы. И в конечном итоге из-за незнания вот этой философии, основ. Потому что, когда ты этих твердых основ не знаешь, тебя как флюгер можно поворачивать в любое место. Вот кто-то тебя там на тебя воздействует, да, более сильный, как он Мгм. считает, на какое-то время. И ты как бы как, вот, как флюгер там то туда-сюда повернулся, то сюда. И пытаешься подстроиться под вот эту вот ситуацию, которую ты сам себе выбрал и сам себе создал. Да. Мгм. И потом не можешь с ней справиться. Ага. Но говоря Вот. о вот этой философии, о базе, о науке, мы же видим, что сейчас существует очень много книг. То есть Библия, есть Коран, есть Бхагавадгита. Так в чем проблема, собственно? Уже ж все описано. Бери, выбирай, ну, наверное, вот любую из них раз. То есть там же мастера писали ее, да? Эти книги Ну писали нет, не мастера. совсем. Слушайте, вот эти все писания, они авторитетные, но они разный характер носят, разный уровень Угу, знания. Вот, угу, знаете, что вот как, например, есть учебник там для первого класса, это азбука, например, или арифметика, а есть, например, там учебник для какой-нибудь там по высшей алгебре там или что-то там такое, там, например, по филологии какой-то для пятого курса университета. Вот это, конечно, разный уровень, который соответствует, вот, если ребенок приходит, он когда начинает учиться, у него сильное невежество на него давит, то есть ему хочется вот радоваться жизни, играться там и так далее. Фактически игра это тоже способ, кстати говоря, да, игра, как вот Бог с помощью игры нас заставляет, не то что заставляет, а делает нам этот процесс интересным, духовную жизнь делает интересной, вот. И мы, занимаясь своими повседневными делами, не напрягаясь никак, да, вот мы выполняем свои обязанности, мы благодаря тому, что мы в этом процессе участвуем сознательно, с пониманием, мы от него все получаем. А когда не хотим, мы начинаем получать кучу проблем. Счета, счета, которые надо платить там миллионами, которые их все больше и больше. Ты говоришь, я не хочу, Господь, у меня нет времени тебе как бы там служить, вот поэтому... А Господь говорит, хорошо, раз у тебя нет времени мне служить, значит, я тебя займу тем, что, чем ты хочешь заниматься, вот и все. угу, Но как он говорит, что человеческая форма жизни не предназначена для того, чтобы трудиться, как вьючное животное, и праздно прожигать свои вот эти вот ресурсы, которые заработал вот в результате такой работы тяжелой. Никаких усилий не надо делать, никаких. Усилия только надо делать в том, чтобы вот культивировать знание, истинное знание, авторитетное. Вот. И тебе угу, как бы такой процесс, это мы отдельную передачу этому посвятим по поводу вообще процесса познания. Что это такое? Вот, это отдельно надо сделать будет. Но пока мы говорим о философии. Вот, например, угу, существуют там философские законы, существуют какие-то категории философские и так далее. Ну, это надо хотя бы элементарно это знать и понимать. Потому что структурно вот эти все книги, священные книги, они описываются в соответствии с этими законами всеми. Вот на основе какой-то определенной логики, системной логики. То есть ты не можешь просто так взять и как афоризмами пользоваться этими священными писаниями. Вот как многие как бы думают, что вот я заучил там какую-то фразу, или какой-то стих, или какой-то, не знаю, там,
выдержку там из Библии, из Корана, из чего-то и все. И вот это вот является высшей, истинной высшей инстанцией. Нет, это системное знание. Это какой-то маленький, какая-то маленькая веха только того, чтобы двигаться дальше, продвигаться, чтобы ты мог полноценно, ну, свою вот эту науку, которую тебе кто-то передает, через книги в том числе, вот, мог Мгм. самостоятельно это все изучать. Ну, к примеру, вот философские категории, количество и качество, да, Мгм. количество и качество, они очень тесно связаны вообще со всеми понятиями, вот именно в том числе и религиозными. Вообще слово религиозное это что такое означает? Религия это та же самая йога слово. Это берешь и как бы восстанавливаешь вот эту связь свою с Богом, отношение свое с Богом восстанавливаешь. Оно никуда не пропадает просто из-за твоего нежелания с Богом напрямую взаимодействовать, то есть тебе дали свободу. Ты этой свободой злоупотребляешь. И тебя как бы вот отключает от вот этого процесса. Ты не хочешь слушаться советов, хорошо, вот, пожалуйста, давай, давай, бери и Мгм. делай как хочешь сам. Вот. И мы вот вчера говорили, что вот материальная сторона жизни, она больше говорит за количество, то есть желание количества больше получить, то есть какое-то положение повыше занять, то есть количественные какие-то вещи. Вот. А духовная жизнь, она больше опирается на качество. То есть, если чем больше ты качество свое какое-то хорошее, духовное восстанавливаешь, приобретаешь его вот, заново, то есть и тебя больше продвигает, потому что видят, что ты более вменяемый, тебе дают более высокие какие-то ответственные вещи делать, серьезные. Если нет, тогда сиди, занимайся там на уровне вот этого осла или коровы, как вот сегодня мы читали. Мгм. Вот, то есть вот тебе занятие, как говорится, и вот и ты развлекайся, вот и тобой будут заниматься вот эти вот, материальная природа будет заниматься тобой. Вот. И как раз это вот качество и количество, да, вот это две философские категории, о чем мы Мгм. говорили. Качество это вот именно больше духовная сторона, вот, а количество это наша материальная сторона больше. А в духовном плане наше количество никуда никогда не убывает, мы являемся полной совершенной единицей. Но наше вот это качество может меняться в зависимости от нашего желания. Либо мы выбираем вот это духовное качество сознательно и ведем сознательную жизнь, то есть в полном знании, в счастье и в блаженстве, либо мы вот выбираем вот эту вот сторону вот, экспериментов, да, Хотелось сторону бы экспериментов. сразу получить эти знания, всю Но знание философию. это вопрос все-таки связанный с нашими усилиями, да, с правильными усилиями. Поэтому человек должен очень-очень хотеть это знание получить. Но вот, кстати, заметьте, очень важный момент, да, то есть детям, да, вот эту вот практическую философию никто не объясняет, вот, вплоть до Почему? самого института там или высшего образования, вот этого университета, вот. Им вот эту философию, простую жизненную философию, им просто-напросто делают так все, чтобы им самим интересно было учиться. Мгм. Обратите внимание, что когда ты ребенка заинтересуешь каким-то процессом, вот, основанным на каких-то философских знаниях, то этот ребенок начинает сам тянуться, ему самому интересно становится. А если ты этой философией не владеешь, этой метафизикой всей, вот этими законами, и не понимаешь их, то очень тяжело. Очень тяжело. И ты сам очень скоро можешь потерять вот эту и веру, и желание что-то делать. Вот тебя обратно материальная природа за ноги стащит в болото. Вот материальное. Вот, и ты будешь опять бороться за существование. Вот и все. Кстати говоря, смысл вот этой борьбы за существование в чем? Что Господь так устраивает, что борьба за существование обостряет чувства. Мгм. Но если ты продолжаешь, как это говорится, тупить, да, то есть как бы упрямо продолжаешь биться головой об стенку, вот, хотя дверь находится рядом, там, в полуметре от тебя, ну тогда приходится придумать какие-то более сложные способы, чтобы тебя как-то убедить в этом. Мгм. Вот так. Поэтому важно, еще раз повторю, что очень важно поддерживать в себе вот это вот желание постоянно что-то узнавать и познавать.
И Господь, Он на самом деле обеспечивает нас всеми вот этими как бы вещами, чтобы нам это было интересно. Интересно. Для Него это игра. И для нас это игра на самом деле. Развлечение. Вот. Не Ну какая-то там да. тяжелая сидеть там и сидеть и такой, там что-то такое говорить. Там. Ну да, но с виду можно увидеть, что человек, который занимается духовной практикой, он что-то делает, что-то делает. Ну и тот, который в материализм погрузился, он же тоже что-то делает. И вот мы смотрим на этих двух людей, и они вроде чем-то занимаются, вроде даже чем-то одинаковым, но они же разные, потому что у них какие-то подходы, философия, как мы говорили, наука, у них все это движет ими что-то другое, правильно? Ну, Как у них различить этих фактически, у них вообще как бы нету духовного вот человека от материального? важных вещей, у них нету понимания. Мы отдельно вот этому как бы будем, отдельно будем это обсуждать, то есть вот эти вопросы, связанные с познанием. То есть понимание и знание– это два очень важных момента, тоже основанных на философии. То есть это вот все привязано, вот эти все законы метафизики, все, вот основой является вот эта философия, духовная, высшая духовная философия, вот, которая дается, вот как хребет дается каждому человеку. Вот, но не каждый может это понять, потому что это зависит от нашего отношения, как мы относимся. Если мы относимся, мы действительно понимаем, кто такой Господь Бог, чем Он от нас отличается, тогда мы можем, ну, реально, ну, что-то узнать. Если нет, говорит, хорошо, давай создавай свои там планеты и миры, только посмотрим, куда ты придешь с этим совсем. Или как Мгм. вот в конце Бхагавад-гиты говорится, ты, конечно, можешь убежать отсюда, да, с поля боя, и, как говорится, наплевать на мои слова, но, говорит, получится так, что тебя природа материально обратно сюда вернет, но ты как бы уже, сейчас я тебе как бы помогаю, и ты обязательно выиграешь, да. Если ты убежишь все равно, не послушаешься меня и убежишь, то... И Господь это сказал очень так ненавязчиво, объяснил. Говорит, тебя все равно материальная природа сюда приведет тебя, и ты Мгм. проиграешь. Вот и все. Ты получишь тут хорошо. И я тебе не буду уже помогать, потому что ты несерьезно отнесся к тому, что я тебе сказал. Вот и все. Вот весь твой выбор. И он Мгм. вот, помните, такие тоже слова говорит, что я тебе все рассказал, как вот в неправильном вот этом переводе трактуют, говорят так, что а теперь делай все, что хочешь, да, подумай, потом делай все, что хочешь. А там не так сказано. Мгм. Там сказано немножко по-другому. Там говорится так, что я тебе целый час тут все рассказывал. Я знаю, что ты уже что-то задумал делать, но прежде чем вот это задуманное тобой сделать, вот ты еще раз внимательно подумай над сказанными мною словами. Внимательно подумай, а Мгм. потом уже делай, что ты задумал. А не так, что относись к этому так, как, типа, вот я тебе целый час тут что-то говорил, а ты теперь делай, что хочешь. Нет, он Мгм. говорит, я тебе просто еще раз, ну, как бы предупреждаю, что, пожалуйста, учти, прежде чем вот принимать такое решение, делать, как ты хочешь, да, вот учти Мгм. вот все, что я тебе сказал сначала, так вежливо его попросил. Мгм. Поэтому пугаться не надо Интересно. этого слова философия, надо просто постараться увидеть. Это на самом деле на практике можно очень легко ощутить. Вот действие этой философии, практической, это практическая философия, не оторванная от жизни. И поэтому вот все вот завязывается на наше отношение ко всему этому, на наше отношение, наше желание разобраться во всем этом глубоко. Ну вот, наверное, на сегодня мы закончим. Если у вас какие-то, может быть, вопросы есть ко мне или что-то еще уточнить. Да, значит, вопрос такой по поводу философии. Создается впечатление, что философия материализма и тех, кто занимается духовным, она ну, то есть там все одинаковые слова там описываются, и там, и там. Вот, и может показаться, что она очень одинакова. Но различие состоит в том, что мне кажется, различие состоит в том, что
в материалистической философии отсутствует всего лишь одно слово. Вот если туда это слово добавить, то это будет уже духовная философия. А так, без этого слова, это материальная философия. Ну, и это слово, ну, естественно, Бог. Вот кажется Ну так. да, 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 это правильно, потому что это как если такой роман знаменитый. Вот, «Дети капитана Гранта», по-моему, называется. Вот, «Дети капитана Гранта», да, Жюль Верна. Мгм. И там, когда какой-то был негодяй, который Негора, по-моему, его звали, он когда топор положил под компас, да, и они поплыли совсем в другую сторону. Вот. Мгм. Там магнит, топор это металл, магнит, металл Ну действует на да, да, магнит, да, и компас, так и сказать, стал стрелка показывать совсем в магнитная другую сторону, отклоняется в да, другую сторону. да, Да-да-да. да, да. Физика такая. Поэтому, если мы хотим плыть к Богу, да, то есть если у нас вот это вот как бы естественное наше, это не какое-то сумасшествие, это наше естественное состояние, да, быть связан, потому что это наше сознание, богоцентрическое сознание наше. Оно присуще нам, как душе, всегда. Поэтому мы живые только благодаря тому, что это сознание присутствует. Вот. А материалисты, как вот мы вчера говорили, что они просто-напросто, ну, вот как пытаются по вот этому плыть по компасу, где топор лежит внизу, да. То есть Мгм. материальная природа тебя ведет, эго ложное. Эго ложное тебе говорит, что вот ты правильно плывешь, давай. И Мгм. Господь тебя, самое главное, тоже убеждает изнутри. Раз ты хочешь, не хочешь с ним быть, он тебе говорит, давай, давай, чтобы ты с ума не сошел. Он тебе говорит, Мгм. давай, плыви туда, там ты получишь. И когда ты там получаешь, вот, тогда, возможно, ты прибежишь обратно и скажешь, ой-ой-ой, что-то я не туда залез куда-то там. Мгм. Дай мне возможность, так сказать, исправиться. Мгм. Вот, он тебе Хорошо. устроит веселую жизнь такую, что а так оно внешне ничего, как и про Прабхупада, кстати говоря, тоже вот он в книгах своих там пишет, что вот это очень-очень важный такой момент, очень важный момент, что внешне оно может казаться одинаково, да, Мгм. сознание разное совершенно, противоположное, Мгм. противоположное, то есть ты плывешь не туда. Вот если ты как бы пытаешься быть материалистом, то есть человеком, который делает, ну, как бы делает основой своей жизни вот эту материю, мертвую материю. Мгм. Вот и философия вот этого материализма, она тоже, к сожалению, никуда тебя не приведет. Вот, то Да, есть спасибо большое. основой является все-таки духовная философия, а не материальная. Материальная, она уже как бы так слишком ущербная, слишком ограниченная. То есть там вот эти вот все вещи, которые тебя связывают с Богом, они все как бы вот обрублены специально, чтобы тебя убеждать, что ты вот сам по себе большой начальник, пуп земли. Мгм. Сам изучаешь ее, сам ее написал, да, сам ее в Мгм. жизнь воплощаешь, Придумал, да. Мы сами да. придумываем себе Ну, когда ты не проблемы, понимаешь, потом что их когда... решаем и потом Да, да, радуемся да, из-за того, что мы решили придуманные собой проблемы. Хотя да. был какой-то путь прямой, чтобы дойти до этого, но мы это нет, мы там не пойдем Даже прямо. прямее не придумаешь, просто-напросто послушать совет хороший, добрый совет послушать, и все. Вот и все. Да, да, ну а у кого послушать совет? Вот вопрос. Ведь Ну, предлагают это отдельно мы советчиков-то поговорим полно, тоже. кругом советчики. Нет, ну нужно смотреть, что человек насколько сам, да, вот. Мы, например, идем к врачу, например, к зубному, да, который как бы известен тем, что он хорошо лечит зубы, да. Мгм. Если мы Ну узнаем, да, что человек что-то там плутует или сделает так, что один достаточно случай, чтобы потерять себе репутацию какую-то, да, да. потерять доверие или репутацию. И поэтому в духовной жизни точно так же, вот поэтому и говорится, что первое вот, что нужно научиться различать, уметь различать. Хотя бы элементарно, вот как вот такого мастера, который тебя научит и поднимет, и вот это и тебе сначала даст философию, и тебя займет еще, чтобы практически эту философию применять в жизнь. То есть, когда ты просто смиренно делаешь, то есть то, что тебя просят делать, именно авторитеты настоящие, не какие-то там криминальные авторитеты, да,
Не какие-то там пройдохи, мошенники, а вот настоящий, действительно, духовный авторитет тебя просит делать. Сделай, пожалуйста, так. И ты тогда увидишь, да, что Господь будет доволен, и ты будешь тоже доволен. Ты будешь тоже доволен, потому что ты включился в процесс, в котором уже эти люди включены. Они уже мастера в какой-то степени в этом процессе. Они тебе могут передать умонастроение правильное. Это Мгм. умонастроение является элементом этого искусства, как на практике эту философию воплощать. Ну все, мы, наверное, сегодня закончим, потому что слишком много о серьезных Да. вещах говорить, наверное, тяжело Спасибо воспринимается все. большое, да. Мгм. Да, до следующей встречи и спасибо всем за внимание. До свидания. До свидания.